Представители знака зодиака Рыбы, приветствую вас. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 марта. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего и что с этим связано? Что вас ждет или к чему все идет? Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды по традиции. Первая у нас колода Ленорман, это оракул. И больше как раз о событиях или о сферах жизни нам могут передать карты. А позже мы достанем по две карты на каждую карту Ленорман. Это уже колода Таро нам несколько раскроет, какие же события ждут нас или к чему все идет. Конечно, не замечтаемся, потому что один знак зодиака не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и подсказки какие-то вы для себя получите или просчитаете для себя какую-то важную ситуацию, продумаете, может быть, свои действия. Итак, идем вперед. Рассматриваем события ближайшего будущего. Что в эти 10 дней может произойти или с чем вы можете столкнуться. Хотя могу предположить, что планетарно этот период может быть связан, наоборот, с какими-то приостановками или когда нам придется сохранять прежние позиции. И у меня есть статья на сайте «Преломление реальности». Планетарные транзиты, ретроградная Венера нам могут давать некоторую, с одной стороны, приостановку. Мы не можем что-то, наверное, убыстрить или сделать что-то быстро, прежде чем какая-то концепция не изменится, которая зависит отнюдь не от нас. А с другой стороны, мы можем столкнуться с разными эмоциями со стороны окружающих. Поэтому прочитайте, я думаю, какие-то подсказки для вас будут. Итак, события ближайшего будущего, что ждет, к чему все идет, что ждет в будущем и какие события будут с этим связаны. Неожиданности или что вас удивит. Следующее, как сфера жизни, ваших достижений, денег, работы, у кого-то учеба, личная жизнь и отношения. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что же для вас эти 10 дней? Вот смотрите, аркан ребенок, и это пики. Пики – это как мечи. В колоде Таро имеется в виду воздух, интеллект, и соответствует это ребенку. Это как новые начинания, новые инсайты, новые желания, что-то для себя, как, знаете, в своей жизни провести перезагрузку, может быть, буквально так. Или новости приходят, может быть, новости приходят от ваших детей. Или, мои дорогие рыбы и рыбки, когда вы видите, да, мир вокруг меняется, что-то будет изменено и в вашей жизни, но пока непонятно, как с этим взаимодействовать. Обновление само по себе проходит по этой карте. Конечно, у кого-то это будет символизировать личную жизнь, и даже если вы сейчас один или одна, вам может надоесть ваше одиночество, вы можете задуматься, а сколько же я это буду в таком сольном варианте, хотя у кого-то это будут вопросы, связанные с вашей семьей, с вашими родственниками. У кого-то тут и с детьми, и с братьями, и сестрами, да, то поколение, которое более младше вас. А для кого-то, пусть это не для всех, но, может быть, для пары даже человек, это может символизировать знакомство с человеком, который, наоборот, намного моложе вас. Но так или иначе, это обновление, да. Давайте мы откроем следующую карту. Карта женщины. Это вы можете столкнуться, мои, к примеру, дорогие мужчины, что есть какая-то женщина, которая оказывает влияние на вашу жизнь. И это может быть как родственница, ваша мама, или ваш руководитель, или, может быть, в этот период, недалекий 10 дней, мы смотрим, есть какие-то важные согласования. Это может быть юрист, адвокат, или контакты с каким-то чиновником, и это чиновник женщина. Мои дорогие девочки, это ваша концепция благополучия. Опять же, у нас идут пики, и интеллект – это ваше желание, это то, что вы хотите осуществить. И себя не хочется ставить на второе место. У кого-то буквально нужно будет согласовать вопросы семьи или вопросы, связанные, может быть, как с вашими обязательствами или обязанностями по части ваших детей или вашей семьи, и не хочется себя именно в эти 10 дней поставить еще раз на второе место, а вы будете искать именно согласование, как объединить какие-то обязанности и ваши задумки воедино. Это буквально, чтобы хватило на все сил.
может быть, на собственную реализацию или самореализацию, реализацию какого-то плана. Хотя я допускаю, что это может быть и в вашей жизни важная женщина. Давайте посмотрим, что же еще. По аркану книга мы чему-то учимся, и здесь у нас уже бубны. Ну, для тех, кто учится, здесь могут быть как экзамены, может быть и пересдача каких-то экзаменов, вполне вероятно, да. И мы буквально садимся, может быть, за парту, что-то изучаем онлайн, к примеру, изучаем все же бубны, да, как работают финансовые системы, дополняем себя знаниями в тех областях, в которых мы слабы. Мы понимаем, что жизнь меняется, и мне здесь не хватает знаний. Вот в зависимости от той областей, от тех областей, где вы можете прочувствовать некоторый пролапс по вашим достижениям или по вашим знаниям, или по какой-то информации. Вы эту информацию можете искать. Иногда эта карта как преддверие последующих заработков, потому что когда выпадает аркан книга, да, есть какая-то тайна, есть изучение, но мы ее хотим открыть, или мы изучаем для того, чтобы в последующем сделать нашу концепцию заработков более такой полноценной, или вторичный доход, да, чтобы был какой-то еще вариант заработать деньги. Тоже иногда эта карта говорит, у кого-то она будет говорить о жизненном экзамене, когда прежний период, этап жизни закончился, и мы уже определенно понимаем, как прежде не будет. Ломается какой-то шаблон, но новый еще не отстроен. Как действовать? И мы можем продумывать план А, план Б, план С. То есть мы можем готовиться буквально, а если что-то пойдет не так, какие мои действия? Что я буду делать, если внешние события будут развиваться вот определенным образом, да, как план А, скажем, а если это будет по плану Б, тогда что я буду делать? Вот что-то подобное, какую-то перерокировку на разные события, варианты жизни или обстоятельства жизни вы можете здесь продумывать. Давайте откроем. И неизбежно, конечно, от чего-то вы будете отказываться. Аркан метла обрисовывает ситуации, когда мы можем буквально чистить свое жизненное пространство, мы можем приводить в порядок собственный дом, мы можем приводить в порядок рабочее место, если вы работаете на дому или планируете. Мы можем делать ремонт тоже. Мы избавляемся от хлама. И, кстати, это работает волшебно, это как магия. Мы меняем это пространство, а оно вторично меняет нас. Потому что когда мы возвращаемся в свой дом, а это место нашего покоя, это место нашей безопасности, где-то релакса, отдыха, где мы приводим, как и мысли, в порядок. И это, кстати, от ментального мусора нам тоже предлагает карта избавиться от того, что уже и не жизнеспособно. Так и буквально стены, пространство, обновление, да, мы его изменили, и мы приходим в новую энергию, которая продолжительное время будет поддерживать в нас оптимизм и заставляет нас тоже меняться. Вот такая магия может проходить. Некоторая перезагрузка, мои дорогие рыбы и рыбки, которую вы с одной стороны чувствуете через пространство, а с другой стороны вы сами хотите менять. Ну давайте посмотрим, действительно перезагрузка. Я надеюсь, все правильно понимают, что по 13-му аркану это не про смерть, это карта трансформации. Почему? Застой надоел. Какая-то прежняя ситуация, хочется ее изменить. Или подвешенное состояние. Вам только вперед. И всегда по аркану повешенный есть еще такое значение, как жертвенности. Или тупик. Да? Всегда есть тупик. Мы не хотим это продолжать. Может быть, это будет говорить о том, что какая-то история, может быть, по работе или по отношениям. И неважно, кто выступает или какое лицо по взаимоотношениям выступает. Но может быть, правда, у кого-то это проигрывается по работе или по каким-то обещаниям, которые были вам даны прежде. И теперь вы окончательно понимаете, да нет, тут ничего не произойдет, если я сам не начну или сама не начну что-то менять. Потому что меня словно держат вот в каких-то заложниках или в ситуации такой заложника, когда они сказали ни да, ни нет. Я все чего-то жду и этим самым теряю время. Вот время вам терять
не захочется, мои дорогие. И здесь каким-то решительным действием вы будете готовы. 2 старших аркана. Но вы можете все же, это старшие арканы. Поэтому внешние события на вас оказывают влияние. Или какая-то новость, которую вы услышите, вас заставляет, правильно посмотреть на мир. Или на то, что как в дальнейшем будут развиваться какие-то события. Здесь себе не навредить, но и время не потерять. Тогда примите во внимание искусство мелких шагов. Да, по аркану смерти я часто привожу пример с зернышком. Это то зерно, которое мы садим в землю, и в последующем оно из зернышка будет маленький росток, который будет пробиваться к солнцу. Но прежде оболочка твердая, вот этот панцирь, который охраняет этот малюсенький росток, должна быть разрушена. Иначе нет выхода у этого ростка. И вот это как раз и есть та трансформация, которую обрисовывает карта смерть. Но на этом тоже не заканчивается, потому что ростку еще предстоит сквозь темную землю пробиться к солнцу на поверхность. И здесь будет важно для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, искусство мелких шагов. Вы как исследуете непознанную землю без карты, или какие-то нехоженные тропы, или что-то новое, чем вы раньше не занимались, или то, что для вас не знакомо, еще пока непонятно, поэтому себе не навредить будет очень важно. Искусство мелких шагов. Самая правильная концепция. Но идти вперед придется. Давайте посмотрим, что же аркан женщина. Правда, у кого-то могут быть вопросы в семье, вопросы вашей пары, но самые разные взаимоотношения, может быть, и с родственниками, или с любимым человеком, но и не замечтаться тоже будет важно, потому что мы должны принять какое-то решение. Всегда 7 чаш или кубки – это некоторые как выбор или какая-то многозадачность. И нам бы хотелось, конечно, быть в этих иллюзиях, потому что это то, что нам нравится. Нам нравится о чем-то думать, нам нравится мечтать, это тоже мечты проходят. Но, с другой стороны, какая-то прокрастинация, все же она должна быть закончена. Многовариабельность, она должна быть сведена. То есть 7 кубков, а мы должны все же выбрать что-то одно. И тогда, вот, наверное, выбирая 1 кубок, не случайно 10 чаш обрисует уже полноту счастья или завершение чего-то, потому что прежде мы сделали правильный выбор. Мы сумели эти кубки наполнить, не ждали, когда они наполнятся сами, а, может быть, выбрали что-то одно, и как хозяин собственной жизни, собственных решений, собственного счастья успеваем, как и сделать этот правильный выбор или правильное какое-то решение принять. И в последующем для нас нет ничего невозможного, но, безусловно, по 10 чаш, дела семейные, что-то вас будет радовать. Иногда эта карта говорит не только о взаимоотношениях, она говорит часто и еще и о доме, о самих по себе стенах, где мы находимся, но и также о концепции денег. Или какой-то конкретный человек, мои дорогие рыбы и рыбки, который принадлежит, может быть, к вашему ближайшему окружению, к родственнику, вас будет поддерживать в каких-то ваших или начинаниях, или ваших желаниях. Но тогда примите к сведению, что иллюзии поддержаны не будут. Здесь вам нужно самим с чем-то определиться. И, может быть, не тратить собственное время, ресурсы или деньги на какой-то вау-проект, но который ничем не продолжится. Вы должны быть реалистом. Вот с этого все начинается. Да, какое-то бездействие или какая-то пауза, она должна быть закончена, но и просчитать что-то приходится. Давайте посмотрим по аркану книга, с чем это может быть связано. Но правда, тут какая-то возможность, для кого-то комплименты, у кого-то предложение или новое знакомство в части личной жизни, рыцарь чаш. Но вообще это хорошее настроение, когда нам хочется это продолжать, будь то отношения, будь то обучение, кстати, что-то вас вдохновляет, потому что, в принципе, это аркан вдохновения. Но карта нам не говорит, что это само по себе будет что-то продолжаться. Нет, внимание! Внимание к деталям, но вдохновиться именно в этот период 10 дней определенно стоит, потому что вдохновение – основа всего. Но, может быть, еще и есть какая-то конфронтация или с конкретным человеком, или, я говорю, 5 жезлов, карта информационного хаоса, когда приходят разные новости, а вам нужно правильно определиться, что есть фейк, а в наше время такое может быть,
когда и фишинг может быть буквально. Те, кто пытается, может быть, обучаться чему-то в интернет, помните, интернет достаточно интересное, но одновременно опасное место. И мы можем столкнуться с получением фишинговых писем. Я всегда об этом говорю. Поэтому думайте, по каким ссылкам вы переходите. Или это вы, мои дорогие, изучаете новую концепцию заработка или новую как концепцию финансовой системы. И тогда нужно не замечтаться тоже. Есть смысл работать с информацией, но при этом быть предельно внимательным. Не должно быть каких-то, знаете, как перетягивание каната или вот как, совершенно никому не нужного противостояния, которое изображено на этой карте. И это где-то приходит через информацию. Это вы можете столкнуться с человеком, который вам что-то доказывает. И вам самим захочется что-то доказывать, но это не имеет смысла. Пустая трата времени и сил. Есть что-то, чему стоит уделить или потратить это самое время. Или даже если собираете эту информацию, значит фильтровать ее так быстро, чему вы можете доверять, а чему нет. Доверяй, но проверяй. Это будет основа всего. Что же у нас по аркану метла? Действительно перемены. Вот интересно, первые арканы как выход из какого-то застоя, из подвешенной ситуации, и завершение, вот как раз таковой. И дальше у нас, посмотрите, именно вот в этих картах, в первых 8, колода Таро нам показывает перемены, аркан Колесница, и что-то будет меняться. У кого-то может, хотя это так банально звучит, но у кого-то может проигрываться вопросы с вашим автомобилем связаны или какие-то перемещения, но все же это карта перемен. И нам говорят о чем? Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Меняется вокруг нас жизнь, меняется, как новые законы выходят, какие-то новые положения, может быть, постулаты, правила, приказы, регулировки. И это очень соответствует королю мечей. Для кого-то из вас здесь будет по-разному. Действительно, элемент перезагрузки присутствует в эти 10 днях. С учетом короля мечей проходят люди рациональные. Проходят и люди в погонах, проходят и люди в форме. Меня смотрят люди из разных стран, и здесь, конечно, у каждого по-своему. Форму мы можем переложить на врачей, это тоже присутствует форма, и тогда карта нам будет говорить о том, что не надо додумывать. Почему, если вы чувствуете себя, не очень, будем говорить, комфортно, есть недомогание, тогда не стоит самому себе ставить диагнозы. Обращаемся к врачам, только доктор может определить ваше самочувствие объективно, мои дорогие рыбы и рыбки. И если вам нужно решить какую-то задачу или тему, обратитесь к специалисту. Проходят люди, работающие с металлом. Буквально здесь с металлом может ремонт дома проиграться. Есть те системы, которые вы в силу разных причин не можете сделать или отрегулировать, отремонтировать сами. А вот есть специалист, который знает вот это ноу-хау. Могут быть и юристы, могут быть и высокие чиновники, ведь эта карта статусная. Могут быть и адвокаты, могут быть и вопросы в суде. Значит, вот что-то нужно привести вам к итогу. Причем не эфемерному итогу, а тому рациональному, который присутствует в нашей жизни. Мы, может быть, должны разобраться в своих документах или что мы хотим осуществить. И, наверное, самое главное – не застрять в прошлом, может быть, привести в порядок документы как таковые, мои дорогие. Документы по части получения, может быть, визы у кого-то. Или, если вы планируете далекий переезд, каким образом это осуществить. И, значит, прежнюю какую-то историю вам тоже нужно привести в баланс. В тот баланс, когда это согласуется с законами, бумагами или какими-то важными документами. Быть реалистом от начала до конца. Искусство мелких шагов. Но в то же время по аркану Колесница не пользуйтесь прежними шаблонами. Встречайте все новое, что приходит на ваш порог. И при этом сами себя сохраняйте. Куда-то не торопитесь, хотя по аркану Колесница ускорение в эти 10 дней все же может быть. Значит, придется быстро анализировать обстановку, быстро принимать решения. К этому будьте готовы. Но так или иначе победа. Хотя победа по 6 жезлов чаще это прежде вы что-то сделали правильно. Или вовремя ухватили какую-то возможность, или правильное решение.
может быть, правильные какие-то контракты заключили. И вот теперь это победа в неожиданностях. Правда, вы можете себе сказать спасибо в чем-то. Но карта говорит, эту победу ты должен контролировать и сохранять. Как только ты ослабишь хватку, тут что-то будет меняться. И ваша задача, мои дорогие рыбы и рыбки, из этой победы сделать не просто победу, а какой-то последующий триумф. Потому что мы можем расслабиться и думать, что ну все, вот я чего-то достиг или получил какую-то бумагу, и дальше могу не контролировать, могу себя побаловать. Нет, а нам карта говорит, держи все в своих руках или будь возничим собственной судьбы. Вот примите это во внимание. Ваши достижения, когда аркан умеренности, могут быть старший аркан не случайные случайности. И нам нужно продумать, как мы будем с этим взаимодействовать. С одной стороны, что-то не будет развиваться быстро. Вот посмотрите, две полярные карты. С одной стороны, колесница, когда ускорение, или когда буквально какие-то события врываются в нашу жизнь и ускоряют наши решения, или какие-то дела даже ускоряют. Такое может проиграться. Но, видимо, 50 на 50. Какие-то сферы жизни могут это ускорение получить, или какие-то вопросы решаться быстро. И вам тогда словно быть возничим, да, не упустить случай, не упустить время. Потому что по аркану колесница это как фортуна где-то. И если вы использовали, не отложили что-то на потом, удобный момент, значит и будет эта победа. А если отложите на завтра, то, ну, и упустите момент. Но есть, и, может быть, это касается какой-то иной сферы жизни, пусть это вам как на достижение, или не все достижения на 100% у вас, ну, как увенчаются победой в этот период. Есть смысл что-то целенаправленно продолжать, сохраняя терпение, выдержку и настойчивость. Полярные энергии, но вот с чем-то вам придется и так тоже разбираться. В личной жизни – ну, всегда, когда пятерка мечей, это конфронтация, это первая победа, и самое главное, не пытайтесь никому ничего доказать. И сами не поднимайте перчатку раздора или дуэли, да, когда бросают эту перчатку и пытаются вас вызвать на какой-то конфликт. Держите внутренний баланс. Вам будет очень важно не участвовать в каких-то ненужных доказательствах, конфронтации, потому что вы никому ничего не докажете. Потеряете время, силы. Может быть, это и касается личной жизни. Может быть, мои дорогие рыбы и рыбки, вы с чем-то и не согласны. А тут, скорее всего, нам ведь выпало, договариваться придется. Потому что самое главное, где-то эту правду увидеть самому. Мы ведь по этой карте, кстати, можем или прежде могли какие-то ошибки допускать. И значит, здесь иллюзорности тоже не должно быть. Есть реальность или есть то, что может быть продолжено в реальности. И об этом пятерка мечей тоже говорит. Поэтому сохранение внутреннего баланса и никакой конфронтации в целом вот так на личную жизнь. И неважно, чего это касается, либо личной истории, либо взаимоотношений с родственниками или вообще взаимоотношения где-то с социумом, мои дорогие. Будьте немножко сами по себе, но это тогда вам дает как зеленый свет, потому что с кем вы, ну, не вступили в конфликт, вы потом себе скажете спасибо. Давайте карту совет, правда. Иллюзий не должно быть. Всегда прообраз принцессы мечей – это как прообраз Медузы Горгоны. Кому интересно, перейдите на мой сайт, и у меня есть статья. Медуза Горгона – это та, которая пострадала от своей наивности и доверчивости. И вот теперь обратите внимание, 3D измерение. Да, есть тот Его Величество опыт, который мы пережили. Это где-то наши пройденные ошибки. И теперь задача себе не навредить. Не впасть в какие-то иллюзии или в какое-то ненужное доверие, кстати, и больше рассчитывать на себя самого. Оттолкнуться от того, что есть в реальной жизни, мои дорогие. Потому что вот сидит, никуда, кстати, не торопится. И значит, по аркану умеренности все же есть те вопросы, которые, ну, с места в карьер вы не решите. Вам нужно осмотреться, оглядеться, понять, что говорят люди, что происходит вокруг. И уже от этого смотрит наша принцесса мечей в подзорную трубу. Вот именно от этой реальности, которая присутствует теперь, нам нужно как изучить и оттолкнуться. Будет то, что не будет или не имеет места продолжению. Мы избавляемся от этого мусора. Может быть, нам что-то и дорого, и любимо, и нравится, но
нет к этому предпосылок продолжать. Поэтому, может быть, есть какие-то первоочередные другие вопросы, которым вам придется уделять внимание именно потому, что это сейчас стоит как в каком-то прогрессе или, может быть, и должно быть продолжено. Правильно оценить собственные силы нас приглашает карта. И, повторюсь, как и не замечтаться, так и, может быть, продумать план А, план Б, план С. Что я буду или каким образом действовать, если по одному плану что-то пошло не так. А что я буду действовать или каким образом по другому плану, потому что будут где-то и ускорения, но есть и то, что потребует от вас настойчивости. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.